Пятый канал представляет. Здорово. Здрасте, Антон Максимович. Короче, машину нашел, вот тут мужик, походу, здесь грибы искал. Да, часто у них тут машины с людьми в лесу горят. Да нет, это первый случай. Тут вообще район тихий, там дома уже начинаются. Знаете, как они лесных пожаров боятся? Значит, импровизировали. В смысле? Доехали до ближайшей лесополосы. Ну что у нас, Лень, по твоей части? Труп в багажнике, мужские ботинки. Остальное не разобрать. Лица нет, отпечатки не снимешь. Документов, понятное дело, тоже нет. Ну что, идем глянем? Нет, Антон Максимович, лучше вы сами. Я там все уже видел. Уголек, он и есть уголек. Ну а что скажешь-то? Ну, могу сказать, что он точно не сам туда попал. Ну, понятное дело. Ну, по своей воле в багажник не попадают. Умно. А что еще? Поза боксера, значит, сгорел живым. Не факт. Но молодец, что читаешь учебники по криминалистике. Так, ребята, подвиньтесь. Ладно, остальное скажет Перунов. Будем паковать. Тело обгорело на 98%. Лица и конечностей, считай, нет. Возраст 30-35 лет, цвет волос темный шатен. Как вы волосы-то определили, он же обгорел весь. Ага, профессию не пропьешь. Между пятым и четвертым ребром пулевое отверстие. Пуля попала точно в сердце. Интересно, старая, сейчас таких не делают. Так, то есть, получается, его сначала застрелили, а потом сожгли. А время смерти? Случай трудный. В желудке и в крови остался алкоголь, но скорость всасывания индивидуальна. Так что смерть наступила от 15 до 18 часов, плюс-минус лапать, точнее не скажу. Так, одежду удалось установить? Ну, полиэстер. Похоже на дешевый спортивный костюм. Бирки не сохранились. На грудном кармане осколки стекла. Так, еще что-то есть? Может быть, я не знаю, коронки, пломбы или протезы зубные? Судя по состоянию ротовой полости, наш дружок со стоматологом даже не здоровался. Так, Саша Сергеевич, понятно. Но если что-то по личности будет, звоните. Это вряд ли. Пепел к пеплу. Представляете, в каком состоянии были номера? И удалось определить? А как же? Теперь о стекле. Это флакон объемом 250 миллилитров. О, фуфырь. Угу. Не, фуфырик – это аптечный флакон. А это у нас называют куцик. Куцик? Ну, тоже прикольное слово. Да. Ну, может быть, даже флакон был, скорее всего, от бальзама. Стекло очень качественное, дорогое. Нет, тогда это не фуфырь. Фуфырь рублей 200 стоит. Ну да, куцик 150. Согласен, 150, не больше. Ребят, мы алкогольно-филологическими изысканиями будем заниматься или делом? Ну, флакон очень редкостный, поэтому в каталоге я его не нашел. Понятно. Дорогой коньяк в кармане спортивного костюма. А по машине что? Горело часа 2-2,5. Но я номера с мотора легко снял. Я послал на печать. Вань, ты владелец машины ищешь или фотки своей одноклассницы смотришь? Ой, да что-то она не выкладывала больше ничего нового-то. В смысле, так, автомобиль Volkswagen Passat, бензиновый, 1.8 движок на механике 2008 года. Владелец Сомов Виктор, судимости нету, ну, пара штрафов за превышение. Адрес есть? На Тимуровцев живет. Так, а об угоне он не заявлял? Странно, то есть либо он ничего не знает, либо знает больше, чем мы. Едем? Так, погодите. Вы хотите сказать, что мою машину угнали? Мы точно не уверены, а вы сами об этом ничего не знаете? Уф, нет. Деньги нужны были и рассчитывал очень продать. А где стояла ваша машина? На стоянке на авторынке.
Подожди, на Пушкинском? Там же только по выходным рынок. Да, но там мой кореш подвязан, Валерка. Я поэтому на автостоянку и поставил. Блин, почему он мне до сих пор не позвонил? Милый, мы купаться будем? Да погоди ты. А номер у Валеры дайте, пожалуйста. Да с удовольствием, я сейчас его сам наберу. Нет, сейчас не надо ему набирать. Вы лучше скажите, где вы были во вторник и среду. Это вчера-позавчера. В Москву ездил, вот с Жанной. Друзья могут подтвердить, есть билеты, все дела. А что машину-то продавали? Новую хотел купить. Кстати, я попрошу вас никуда не выезжать в ближайшее время из города. Да без проблем. Вить, мне переодеваться или нет? Мы будем купаться? Да погоди ты! Машина пропала! Скажите, пожалуйста, а есть какой-то шанс, что машину найдут? Ну, мы ничего гарантировать не можем. Вы телефон Валеры нам дайте? И куда вы теперь? Да куда угодно, подальше отсюда. Я понимаю. Ничего вы, молодой человек, не понимаете. Говорили мне умные люди. Не лезь, так нет же. Правды мне захотелось. И вам эта правда не нужна. Вы думаете, вы креста найдете, и что? Он на вашем гробу станцует. Они думают, все могут. Сила, власть. Витя. Вы сейчас опоздаете на автобус. Давайте я вас до вокзала довезу. Да, извините. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Телефон. Возьмите. Да. Ольга Валерьевна, вот как вы просили. Чего я просила, Крутиков? Тебе чего? Сводка происшествий по городу. Мне в дежурке сказали, вы просили. Угу, давай, посмотрю. Че стоим? Давай на дежурство. Видишь, у начальства дел по горло. Черт. Привет. Пусто в сводке. Срывов нет? Нет. Уверена? Да перед носом лежит. Ограбление, драка, бытовуха. Взрывов нет. Может, еще до дома не дошел? Я пошлю пацанов проверить. Ты посылай, кого хочешь. Только учти, в случае чего ты сам или твой шеф Янусу докладывать будет. Это ясно? Я чужое дерьмо хлебать не собираюсь. Все. Идиот. Да, слушаю. Антон Максимович, узнали? Да, узнал. Чем порадуйте? Порадую. Руководство приняло решение разобраться в ситуации. Мне приказано оказать вам любое содействие. Послезавтра я приезжаю в Рязанск. Давайте на старом месте. Уж больно яичница там хороша. Часиков в 9 утра вас устроит? Да, вполне. Тогда до встречи. Гена, все по Рязанску мне, срочно. По тендеру 2011 года. По убийствам наших людей, по взрыву. Да, и найди Володю. Дело намечается. Ну вот тут стоят машины этого Валеры. Если бы он не позвонил, мы бы не заметили вообще. Ну, до выходных 100 пудов. Да, как-то нехорошо для охраняемой автостоянки. Не, это я в том смысле, что только дилер знает, где какая их тачка стоит. А сторож что? Он только смотрит, чтобы ночью через забор никто не стеганул. Плохо смотрит. А это что, бутафорские камеры? Да. Настоящие сейчас знаете, сколько стоят? Сумасшедшие деньги. Да, кстати, скажите, торговля, насколько я понял, в основном идет по выходным. Если дилеру нужно показать клиенту какую-то машину, он может это в любой момент сделать. Все довольны. Да, кроме того мужика в машине. А это что, наш наряд? О, кстати, это вот Валеру везут. Мужики, ну нафига этот эскорт? Ну я бы и сам бы На приехал. нашей безопаснее. Так, отпустите его.
Валера, скажите, пожалуйста, где вы были во вторник и среду? Работал где? То там, то сям. По городу мотался. А ключи от машины Сомова были у вас? Так ключи постоянно у сторожей хранятся. Ну, зачем их по 10 штук таскать? А я говорил тебе про эти ключи. Я предупреждал, Валера. Одну секундочку, скажите, а кто это у вас за разведчик? Так это Степаныч, сторож наш. Сейчас мы с ним и поговорим. Так, а мужики, а я что? А вас задерживают до выяснения обстоятельств. Как? Это вы вчера дежурили? Ага, И сегодня тоже? ага. Это я попросил. Коля, гад, не вышел сегодня. Забухал, наверное, козел. Телефон не берет. Нужно Колю найти, остальные тоже нужны. Вот телефоны. Скажите, а кто дежурил во вторник и среду? Вот Коля и дежурил. А в среду Славик Бабенко. Спасибо. Ваня, у тебя вопрос есть? Скажите, а у вас яичница на сале, да? Ага. Да пахнет, зараза. Думать я о чем не могу. Подождите, а кто у нас подозреваемых остается? Формально директор и сторожа. А я переговорил с ними. Там есть третий сторож, Коля. И вот именно ему-то Валера и сдал свою машину. А? Так, погоди. Не знаю, на вид лет 30, темный. Вот. И я думаю, трубку не берет, дома его нету. Говорил с этим Славиком. Говорит, я от Коли службу принял, все в порядке было. Найдем Колю, развяжем дело. Бери копию к Пернову. Вы с ума сошли. Какой тест ДНК? Стас Сергеевич, мы можем хотя бы попробовать запросить. А если это нужно для следствия? Слушайте, ну не мне же вам объяснять. Если для следствия нужно потратить хотя бы на копейку больше, это не нужно для следствия. Я понимаю. Но как мне идентифицировать личность человека, тело которого обгорело на 98%? Ну ты, блин, как твой брат. Вот вынь ему да положь генетическую экспертизу. А чем я ее тут сделаю? Паяльником, что ли? Погодите. Мой брат запрашивал генетическую экспертизу? Просил, требовал, вцепился как клещ. Ну, дал я ему прядь волос, написал запрос, все, что мог. Мне же не жалко. А это по какому делу? Вань, выйдь, пожалуйста. Че сразу выйдет? Пожалуйста, выйди. Подыши воздух. Отсюда с радостью. Ничего личного, Стас Сергеевич. Стас Сергеевич, а по какому делу мой брат запрашивал? Да креста же, по делу крестовства. Я ему говорю, Дима, на кой черте генетическая экспертиза? Послушайте, а не помните, когда был сделан запрос? Вот, я должен помнить каждый свой чих. Ну, нет, я, конечно, могу порыться в записях. Но вы себе представляете? Стас Сергеевич, пожалуйста, поройтесь. Найдете, сделайте копию. Я вам буду очень благодарен. Стас Сергеевич, в разумных пределах. Французский коньяк XO. Это как минимум. Как пожелаете. Спасибо. Вот, это все, что есть. Ну, в смысле, там есть еще, но на это лучше не смотреть. А, мне в руки лучше. Попробуем. Крекс, текс, фекс. Черт, ты порезалась. Лень, есть чем обработать рану? Да ерунда, царапина. Вот у меня руки в кислоте. Ваня, помоги вон там вот. Да что ты надуваешь? Оставь-то все. Так. А этот... Терпи. Этот ваш человек... Ай, его застрелили. Да, умница. А что еще? Мужская рука волосатая, пистолет, старый, потертый весь, цифры. Держи. Цифры 3, 8 и буква «Р». Не Р, латинская П. Пистолет, ну да, пистолет Вальтер П-38. Патрон парабеллум 9х19. Пуля оболоченная с остальным сердечником Парината 45-го года. Я вам ничего нового не сказала. А что-то еще есть? Не знаю, я чувствовала сильные эмоции, отчаяние, страх. Он не хотел убивать.
Случайно вышло. Яночка, я все понимаю. Может быть, пулю посмотришь? Ну, давай. Он не ждал смерти, смеялся, умер мгновенно. А смеялся из-за чего? Не знаю, он выпил, ему было хорошо. Так. Бычков, скажи, у вас есть какие-нибудь музеи войны? Я откуда знаю? Есть. В Краеведческом музее. Там есть зал Великой Отечественной войны. Готовится большая экспозиция. Я собираюсь туда пойти. Пойдешь? Идет. Идем за орденами. Пошли. Вы что, прикалываетесь? Какие музеи, Антон Максимович? Ну, а теперь напиши это все в показателях. А вот есть. Уже сейчас. Вот. Вот и выдели все это жирным, чтобы такие слепые, как я, могли прочитать. Вот так. Что бы я без тебя делал, Очкин, даже не знаю. Сделали бы доклад старым надежным способом, без компьютера, и все. Ну, сделал бы, конечно, но в моем возрасте лучше идти в ногу с техническим прогрессом. А то на пенсию выгонят. Ну, как дружили. Заходил ко мне иногда. А вы к нему заходили? Бывало, могли на кухне за бутылочкой посидеть. А что это вы о нем в прошедшем времени говорите? Так он пропал. У нас машину угнали, а вы вроде ее с трупом в багажнике нашли. Да, но личность-то мы не установили. Да я когда-то в армии служил, у меня чуйка на эти дела. Да Колян, это к гадалке не ходить. А вы токарь или конструктор? Это хобби. Скажите, а когда вы последний раз его видели? Как в среду. Принял от него смену, он сразу же домой ехал. Необычно не заметили ничего? Да вроде нет, все как обычно. И машины не пропадали. Я как смену принял, так сразу обход сделал и сдал. У нас не по документам не все они проходят. А так на глаз вроде все были. Да, надежная у вас конторка. Ну, пока никто не жаловался. Это у вас день рождения был? Да, в среду. Сестра вот открытку из Тулы прислала. Я поздравляю вас. Спасибо. Небось, на работе праздновали с Колей. Да нет, чё вы. Мне нельзя, меня сразу развозят. Да и потом строго у нас с этим. Кого под этим поймают, сразу расчет. А могло быть так, что он неожиданно уехал к родителям или к сестре? Да, никого у него нет. Родители в деревне живут, дом пропивают. Да что он там забыл? Ну, если вдруг объявится, вы скажите. Ладно. Спасибо. В этом году открываемся. Как раз к 70-летию. Основной смысловой акцент – это оборона Рязанска. Татьяна Павловна, все, конечно, замечательно, но у нас более насущные дела. Позавчера был застрелен человек из Вальтера П-38. Пулей, сделанной во время Великой Отечественной войны. Ой, но это не к нам. У нас весь оружейный фонд выведен из строя. Вот видите, боек сточен, ствол заклепан. И вообще, это все бизнес. В смысле бизнес? Раньше эти копатели часто заходили к нам. Вот пулемет принесли, спасибо. Но когда к ним примкнул товарищ Калашников, в музей стал поступать один неликвид. А вот куда уходят ценные вещи, догадайтесь сами. Татьяна Павловна, скажите, а Вальтер П-38 может считаться ценной находкой? Да, хотя это самый массовый пистолет Второй мировой, но сохранный пистолет – это редкость. И на черном рынке он стоит очень дорого. А сколько? От 500 до 5000 рублей. Ну что, лейтенант, заглянем к патриотам? Да, Лень, что такое? Ваня, там Амосов с тобой? Да, а что? Ну-ка, включи громкую связь. Включил. Значит, этот фуфырь вообще не современный. Он от немецкого ликера. Выпускался во время войны как лекарственное средство. Спасибо, Лень. Детали интересные. А погугли мне, пожалуйста, где находится военно-спортивный клуб «Патриот». Угу, момент.
Значит, проспект Суворова, 4. Данкишот, Лень. Спасибо, Лень. Добрый день. А вам кого? Здрасте, а мы тут хотели сувенирку купить. А, ну, смотрите. Нет, ты не понял меня. Нам нужно что-то настоящее по цене от 500 до 5000 рублей. Погодите, я сейчас. Константин Игоревич, вас. Кто такие и чего надо? Да нам сказали, что у вас тут вещь одну купить можно. Под патрон 9 на 19. А ну пошли вон, пока я полицию не вызвал. Успокойтесь, успокойтесь. Мы из полиции. А, провокация? Сколько раз вы уже ко мне лезете, не торгуя оружием? Мы вообще-то к вам по другому делу. По какому? Скажите, пожалуйста, вы знаете вот этого человека? Коля? Коля. Да, участвовал у меня в раскопках. Я его выгнал года 1,5 назад. С тех пор и не видел. А чё поперли? А вот за то самое и попер. По-черному копал. Некоторые копают, продают трофеи налево. А у меня потом геморрой. Видите ли, патриот торгует оружием. А вы что делаете со своими находками? Что и положено по закону. Регистрируем и сдаем в музей. А это? Вот это вот что? Вот это, а? А эта мелочь не представляет исторической ценности. А клубу на что-то жить надо. Скажите, пожалуйста, а вот если бы вы нашли настоящий пистолет? Это вы к чему клоните? Это я клоню к тому, что вчера ночью был застрелен человек из Вальтера П-38. Пуля, найденная в теле, была изготовлена до 45-го года. Вы уверены, что это Вальтер? Есть экспертиза. И пистолет нашли? Нет, мы только пулю нашли. Так это совсем другое дело. Патрон Парабеллум практически универсальный, подходит под многие виды оружия. А у нас этих патронов полно кругом валяется, правда? Да любой пацан мог бы раскопать и шмальнуть из самострела. Извините, ich kann nicht Ihnen helfen. Говорит, ничем помочь не может. Шадау Видерзейн, хер Калашников. Я. Так, Константин Калашников. Странно, с такой фамилией, а в базе ничего. И в интернете никакой инфы нету. Ну как это нет никакой информации? Нужно отфильтровать результаты поиска. Дай сюда. Вот, смотри. Заходим сюда. Набираем Константин Игоревич Страж, да? Нажимаем. Алло, пожалуйста, Калашников Константин Игоревич, 75-го года рождения, учился в 32-й школе. Кстати, настоящая фамилия его более безобидная. Ушкин. Вот он в костюме партизана. Ага. О, а вот он в костюме фашиста. Разносторонний человек. Называется историческая реконструкция. Полистай, что там еще есть. Так. А вот он что-то настрочил здесь. Дерзко. Что там? Обкладывает матюками нашего Николая. А Николай в долгу не остается. А когда это было? В субботу. Опа. Грозится убить его. А по его словам, он общался с Николаем больше года тому назад. А это означает, что товарищ Ушкин Калашников нас обманул. А может, по чуть-чуть? А? Для храбрости. Вполне. Только никому не брошу. Сейчас. Где-то было. Ну все, не слава богу. Ну что это такое? Так, Альберт Иванович, погодите, мне кажется, есть. Я сейчас посмотрю. Ну, в смысле, там у ребят было. Сейчас я принесу. Давай, неси.
По итогам полугодия наше управление по статистике раскрываемости вышло на 3-е место. В процентном отношении... Альберт Иванович, ну, вам, как всегда, везет. Осталось чуть-чуть как раз для храбрости. Ну, чтобы без сучка и задоринки. Точно. Доброе утро. Доброе. Хороший чай, крепкий. Ольга Валерьевна, Да? мне нужно постановление на обыск дома у Николая Козловского, у Константина Ушкина и в клубе «Патриот». На каком основании? Оперативные данные указывают на то, что они причастны к торговле оружием. Угу. Альберт Иванович. Да. Ну, вы же флешечку не забудьте. Ох, это важно. Так откуда получены эти, так сказать, оперативные данные, а? Баллистическая экспертиза указывает на то, что пуля, найденная в теле жертвы, была изготовлена 70 лет тому назад. Плюс в интернете найдены распечатки, на которых видно, как Козловский и Ушкин ссорятся из-за трофея. Оля, подпиши, я тебя прошу, не тормози. Да, Антон, пожелай мне удачи. Да. Ни пуха, ни пера, Альберт Иванович. Спасибо. К черту. Ваше постановление. Спасибо. Мы, если что, с вами. Конечно, конечно. Поддержка очень нужна. Пашка опять пропал куда-то, башка совсем другим занята. Первый раз, что ли, перестань. Слушай, так как с этой Ирой в первый, он вообще на ней помешался. Люблю, не могу, женюсь. Слушай, что-то как на сетке. Пускай он сам шишки набьет. Да? Да. День добрый. Мы из полиции, я майор Амосов. В квартире 66 у вас будет обыск, поэтому нам нужны понятые. Желающие есть? Ой, извините, у меня ванна и утюг. Ну, пока, я пошла. А у меня суп и молоко. Извините. Ну что же, тогда вы будете? Так Кольке приходил уже милиционер. Мало что ли? А ты куда? Я с тобой. Пожалуйста, останься здесь. Там человек, который, возможно, торгует оружием. Будь здесь и позвони Бычкову. Вставай. Руки за голову. Он нам денег должен, мы за своим пришли. Я так и думал. Костик, беги! Стоять! Он не заряжен, дура. А я тебе сейчас... Все в порядке? Да. Это он тебя? А, нет, это другой. А другой где? А другой мультики смотрит. Руки. Хорошо, молодцы, хвалю. Присаживайтесь. Следующий у нас на повестке заводской РОВД Полосков Альберт Иванович. Товарищ Полосков, ваше слово. Товарищ Полосков подготовил презентацию на компьютере. Я включу. А зачем, собственно говоря, показывать? А может, товарищ Полосков все в голове держит? Будите его. Товарищ Полосков! Ваше слово. Презентация на компьютере. Просят словами. Да, понял. Значит, по итогам полугодия, за полгода, мы вышли на 5-е место. 4-е. Ну да. 4-е место. По району, по городу.
по нашему городу, поскольку мы в районе одни, потому вышли на первое. Впервые вышли вперед. Слушайте, если мы не принесем Куликову убийцу до вечера, она нам мозг весь вынесет. Это точно. Вот хочешь, сам меня застрелишь, если я ошибаюсь. Но оружием торговали, было, а убивать не убивали. Подождите, тогда кто убил? Мотив у этих копателей был? Был. Коля зажал 2 классных винтаря и пистолет. Возможность у них была, да как нифиг делать. Застрелили из трофейного ствола, засунули в багажник и сожгли. Как? Машина стояла на стоянке, а ключи были у кого? У сторожа. Ну Коля этот копал, значит, и другой сторож тоже копал. Ну, сговорились и вперед. В любом случае, нам нужно стоянку. А я? А на сегодня твоя норма геройства выполнена, даже перевыполнена. Ну уж нет, я с вами. Ребят, скажите, а вы часто здесь мусор убираете? Раз в неделю. А что? Хорошо. Вы не могли бы на 2 часика отъехать и приехать чуть позже в интересах следствия? Нет, коллега, у нас график. Ты вообще знаешь, что эта мусорка находится на полулегальной автостоянке? А нам все равно. Скажи, пожалуйста, а что вы делаете, когда контейнер опрокидывается? Только этого еще не хватало. Всякое бывает. Чувак, ты что натворил? Нам теперь что, это все убирать? Ребят, 2 часа отдохните. Хорошо? Вот это другой разговор. Антон Максимович, совсем того? Чего? Вы что, этим 2 на лапу дали? Ваня, они собирались увозить мусор. Скажите, а у вас в Москве все менты так дела решают? А как нужно было поступать? Ну как, у вас корочка, волыны, костюм в конце концов. Шуганули бы, да и все. Чего как ребенок-то? Ваня, вот в следующий раз будешь сам дела решать. А сейчас что ты стоишь? Помоги мне. Ну а чем помочь-то? Вещдоки искать. А где, простите? Помойки. Ну, Антон Максимович, ну как так-то? Ну блин, ну, я ем. Ладно. Помойка, Бляш, Бычкова. Ты потом со мной не расплатишься. А вы думали, госпожа эксперт, что оперативная работа – это только драки и погони? Это еще иногда что-то дурно пахнущее. О! А вот это, кажется, наш фуфырик. Давай-ка мне пакет для вещдоков. Лен, ты глянь, пожалуйста, только аккуратненько, потому что там могут быть отпечатки пальцев. Походу, самогон яблочный. А ты что думал, коньяк 70-летней выдержки? Ну, я бы не отказался. Это уж точно. Да, это та же бутылка. Он выбросил в мусорный бак и пистолет, битая машина на автостоянке. О, Славик, сейчас мы у него и узнаем. Славик! Стой! Стоять! Полиция! Стой, говорю, я вам... Стой! Вышел из машины! Вышел из машины! Говорю, руки на капот! Руки на капот! На каком основании? Ты чего убегал, говорю? Потому что я испугался, что вы на меня это дело повесите. Мы с Колей просто распевали в тот день, и он просто уехал. Я знаю, вы мне шить это будете. Я очень испугался, вы стрелять. А не надо от органов убегать было. И могли в меня, кстати, попасть. Кто бы вас не попал, вы сами себя чуть не убили. Кто мне теперь машину ремонтировать будет? Кто? Что, испугался? Вот этого испугался, да? Потому что отпечатки там твои, да? Перестаньте. Я знаю, что вы не хотели. Это вышло случайно. Откуда? Откуда вы знаете? У вас же ничего нет, мы просто выпивали. Вот там, в синей машине, лежит орудие убийства. Где-то в районе капота.
Вячеслав, я вам крайне рекомендую сотрудничать со следствием. Я не хочу в тюрьму. Пойдем, разберем. Сейчас у нас вам пистолет. Линолите на дебеляж. Ты мне за все ответишь. Я не хочу в тюрьму, понимаете? Не хочу. Слушай, ты не хочуха. Или ты сейчас нам пишешь чистосердечно, и мы тебя оформляем, как его? Убийство по неосторожности. Убийство по неосторожности. А если нам придется давить тебя, то давить мы тебя будем до конца. В мусорном ящике найдены тряпки с кровью, горлышко бутылка с твоими отпечатками пальцев. Улик? Во! Я напишу. Дайте бумагу. Сначала рассказывай. Я токарь. Чиню тут часто. И Коля иногда приносил мне всякое разное. Оружие? Да ну хлам всякий, который выкапывал. А тут принес пистолет этот старый, ржавый. Просил раскрутить, почистить. А у меня как раз день рождения был. Он немного самогона принес. Самогон в старинной бутылке был. У него фишка такая была в старинные бутылки наливать. Ну, мы выпили. Я взялся за этот пистолет. А Коля как раз напротив сидел. Ну, он и выстрелил. Я даже не могу понять, как это. Там магазина не было. Дальше. Коля умер сразу же. Бах, и прямо в сердце. Представляете? Я испугался. Колю засунул в машину, сторожку помыл. Все как во сне. Вывез машину за город, там и поджег. Вернулся обратно, смотрю, пистолет на видном месте лежит. Хотел его куда-то пихнуть, а тут уже пересменка. Думал, потом в речке утопить. Прихожу на смену, а смотрю, вы приехали, в мусоре роетесь. Тут горлышко это. В стволе был патрон. Что? В стволе был патрон. Аннушка уже разлила масло. Какая Аннушка? Господи, за что мне все это? Тяни ногу давай. Очень жаль. Лучше бы виноватыми оказались те двое. С виду обычный парень. Надо было собрать. Да. А если обманешь, а по твоей вине человек пострадает, знаешь, как потом в обратку шибануть может? То есть ты хочешь сказать, что из твоих клиентов никто никогда не страдал? Нет. А я же чувствую, когда у человека действительно беда. А когда дурью маются, значит, деньги жмут. Да, интересная философия. Жизненная. Антон, а я же ведь себя сегодня хорошо показала? Да, на славу. Чего просить хочешь? Я просто за Пашку переживаю. Можешь помочь? Организовать за его новой пассией слежку. В общем, поздравляю тебя с долгожданным назначением, пока рано. Ну, я уже в курсе, что Полосков в больнице. Вполне предсказуемый поступок в этой ситуации. Вот поэтому пока только ИО. Но это пока. То есть ты хочешь, чтобы я установил несанкционированное наружное наблюдение за девицей твоего брата? То есть меня шибануть в обратку не может? Я железный. А позволь узнать. Ой, ладно, на каком основании ты хотел спросить, да? Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь. И да, Оля, мы рассчитываем на тебя. Но вы на меня не только рассчитывать можете. Вы на меня можете всецело полагаться. Вот и хорошо. На связи.